Про 6 самых распространенных ошибок в рисовании, и они наиболее часто встречаются на моих курсах при разборе, поэтому я решил отдельное видео записать. И первое – это слабый дизайн самих объектов. Мы часто думаем про композицию в целом, про расстановку объектов в пространстве, но там забываем про отдельные объекты в этом пространстве. И сегодня вот как раз-таки речь пройдет на примерах вот этого дерева, да, обычного, вроде бы как оно там выглядит более-менее плоско, но мы можем, например, представить его в пространстве, и чтобы мы понимали, например, какие части этого дерева выходят вперед, какие назад. То есть мы как бы в 3D должны представлять вот это вот дерево, для того, чтобы геометрия больше читалась. И освещение будет, и объем будет больше при этом читаться. Например, вот эта часть, мы можем ее вот мысленно обвести, и мы можем представить, что вот, например, здесь у нас больше тень, мы можем там, например, просто затемнить, да. Вот эта часть, она уходит у нас вперед, ближе к камере, да. Мы, в принципе, можем либо мысленно, либо ради упражнения какие-то эллипсы, да, начертить. Здесь вот мы понимаем, что вот эта часть у нас стыкуется вот с этой частью. И когда у нас есть либо мысленная вот такая сетка, либо мы ее начертили, мы можем, в принципе, понять, что вот эту часть мы можем там визуально как-то выделить. Ну, к примеру, самый простой способ — это просто высветлить, да, и уже она вот выходит вперед, у нас дизайн немного там улучшился. То же самое мы делаем с остальными там объектами, ну, с крупными более-менее просто, а вот с ветками здесь, например, мы видим, в принципе, вот понятно, как она соединяется, но непонятно, в какую сторону вот эта ветка повернута. Либо она ближе к камере, либо она туда уходит вперед. Поэтому мы, опять же, можем расчертить, да, вот какую-нибудь линию. Там, возможно, вот здесь у нас будет текстура идти, и вот эти вот линии по текстуре, они будут заворачиваться туда, в другую сторону, за ветку, и там вот здесь вот выглядывать. А здесь уже будет там другая плоскость, и здесь будет другое освещение более-менее. То же самое там вот с этой веткой. Можно вот для того, чтобы дизайн самого объекта лучше читался, можем сделать так, чтобы вот эта ветка вперед выходила, а другая ветка, она росла там за вот этим основным стволом. То есть мы бы здесь не видели, что она вперед выходит. И тогда у нее бы освещение другое было. Вот. Ну, в целом вот эту работу мы не будем перерисовывать, да, вот я больше покажу, наверное, на вот этом примере, здесь более как-то очевидно. Например, вот опять же мы видим вот этот изгиб, то есть мы понимаем, что он в тени, да, и вот здесь он на вот этом месте, здесь вот у нас как бы уже другая плоскость появляется, то есть это уже вот эта плоскость, а вот эта плоскость, которая вот шва здесь, она вот заходит вот в ту сторону. И вот про такие вещи периодически нужно думать. Вот схематично можно посмотреть, например, вот на вот эту небольшую зарисовку. То есть мы должны в упрощенном виде более-менее понимать, какой формы объект, то есть какие стороны там освещены, как он заворачивается в пространстве, там, какие ближе, да, у нас точки находятся к камере, какие дальше, какие в тени и так далее. Вот на этой схематичной картинке вы можете там посмотреть, как вот оно построено примерно, да. Мы видим, что вот эта ветка, она, ну, здесь вот есть специально дополнительная грань нарисована, она на самом деле вот за дерево выходит, но это нужно для того, чтобы вот понятно было, что здесь вот еще есть дополнительная грань, и она как раз-таки спрятана будет, но в целом там вот для демонстрации вот это вот очень подходит. И, например, там думаете, какая вот ветка, например, будет расти вот из этой части, да, и оно вот изгибается таким образом, что она как бы вперед в камере ближе, вот эта точка, потом вот это, например, дальше, и это будет зависеть от того, там, какое будет освещение. Вот. Очень часто, да, такие вот моменты встречаются при разборах, там, даже если это какой-нибудь обычный там цветок, то там тоже желательно продумать, вот, например, здесь вот цветок плоский, да, такой, а здесь вот листья у него растут, и они не просто плоские, да, а нужно придумать, например, что один лист будет уходить вон в ту сторону, в пространстве, да, один там будет в другую сторону.
ну, все еще плоско, но уже там более интересно. Второй этап – это когда вы, например, понимаете, что вот эта часть листа, да, он выходит наверх, например, заворачивается. И тогда мы уже вот рисуем не так, а, допустим, вот такой вот заворот рисуем. И вот это уже более интересно смотрится по дизайну. Вот. Следующий пункт тоже довольно часто встречается, это излишняя детализация на текстурах. То есть, например, вы рисуете какой-нибудь упрощенный камень, либо просто какую-то текстуру, да, тренируете на кубиках, и у него есть такие трещины, даже если это дерево, да, на дереве тоже довольно такие вот жесткие по контрастности трещины могут быть. Проблема в том, что здесь они в основном везде одинаковые по темноте, то есть они освещены одинаково, это означает, что у них одинаковая абсолютно глубина, что и на вот этой поверхности, где у нас больше освещения, что на темной стороне, что там на средней стороне, да, оно везде одинакового цвета, то есть мы уже можем пипеткой взять, и можем взять отсюда, да, они одинаковые. Вот. Что здесь можно сделать? Можно понять, что, во-первых, контрастность не везде нужна будет, об этом мы чуть позже еще поговорим дополнительно, но в целом на освещенной стороне первое, что можно сделать, это, во-первых, высветлить, да, все вот эти темные части, ну, можно, грубо говоря, просто хотя бы высветлить. Оно уже будет более органично смотреться. На средней стороне там тоже можно как-то приглушить. И они могут быть не везде одинаковые. Например, вот здесь мы можем сделать так, что они не сильно глубокие, поэтому туда попадает больше света. И мы, например, просто добавляем, да, какое-то количество освещения. Следующее, это мы можем толщину этих линий тоже регулировать. Например, где-то у нас там толщина больше, где-то толщина меньше. Но в целом, да, общее правило то, что вы можете там, всегда делать разнообразие по контрастности вот этих вот трещин. Вот, и тогда она будет смотреться более органично. Следующее – это длина штрихов и аккуратность штрихов. Мы вернемся опять же на вот этот пример. Вот, например, у нас дерево на одном слое, и здесь вот, если приблизить, мы видим, ну, даже не приближая, видно, да, что здесь вот довольно много неаккуратных штрихов. В принципе, если у вас достаточно много опыта сделать так, чтобы вот эти вот штрихи были очень структурированы, и когда вы там рисуете от пятна, допустим, вы сразу понимаете, ну, помните про дизайн, понимаете, в каком направлении эти штрихи, понимаете, где у нас там по геометрии заворачивается дерево и так далее. Но когда вы хаотично их, например, штрихуете, да, вы начинаете забывать вообще про форму и про то, там, в каком направлении каждый штрих должен быть. Вообще, в идеале, каждый штрих, он должен быть очень... каждый штрих должен быть в правильном месте, то есть он должен определять саму форму. Например, если здесь вот миллион вот этих штрихов, вы можете их объединить в один какой-то штрих, чтобы он был максимально ровным. И вот этими штрихами вы показываете именно объем, а не просто там хаотично, да, как-то. И вот заметьте, здесь вот эти штрихи, они больше по форме, они длиннее получаются. То же самое, например, вот здесь, чтобы у нас грязи не возникало, вы можете взять, например, вот этот штрих, объединить в один и так далее, да. И, например, по краю тоже вы можете сделать так, что вот этот штрих у вас, например, идет вот так, и здесь вот он больше выглядывает вперед, да, и у нас получается такой вот интересный заворот по текстуре, и у нас одновременно и решаются там проблемы грязных штрихов, а с другой стороны мы понимаем, что геометрия здесь вот более интересная, да. Если это мелкие штрихи, они тоже должны быть структурированы. Например, мы хотим сделать там какую-то детализацию, мы аккуратно довольно-таки берем и делаем так, что вот этот штрих, он тоже по форме, да, и здесь вот тоже мы думаем постоянно, как он будет заворачиваться. То есть это постоянная вот такая вот работа, когда вы в голове держите саму идею и композицию, и дизайн, и уже потом накладываете штрихи. Тогда они будут там более аккуратно смотреться.
Особенно это видно, когда вы рисуете казуальную графику, да, например, вот здесь вот тоже вот ствол довольно чисто исполнен, например, вот вы видите, что вот этот штрих, он, ну, мы можем видеть, что вот, например, вот это пятно, да, мы можем считать за штрих, потому что вот там можно кистью одним взмахом нарисовать и лишнее удалить, к примеру. Вот это вот один штрих, да, он сплошной абсолютно, здесь вот абсолютно нет никаких градиентов. Вот этот, например. Если его убрать, то получится просто там с градиентами, да, какие-то просто плавные переходы, да, и нету таких вот четких границ каких-то. Вот, ну и, например, вот можно комбинировать, да, вот, например, штрих длинный, и еще сверху градиент можно там сделать, и тогда вот у нас будет вместе в связке это выглядит очень органично, особенно в казуальной графике. Следующее – это неровные границы и неровный силуэт. Это очень хорошо и сильно читается на текстурах, даже когда вот рисуют текстуру, да. Очень часто я вижу, что вот эти границы, они довольно размытые. Иногда для того, чтобы, вот когда вы не знаете, например, как завершить работу, иногда очень хорошим этапом будет просто почистить хотя бы границы, чтобы у нас они были не размытые. В принципе, это не всегда актуально, там, может быть, вам нужно показать, что они размытые, но когда вам нужно сделать там где-то контрастность больше или акцент, или сделать так, чтобы у вас картинка в целом смотрелась менее там мыльной, да, или менее там размытой. Вы можете в некоторых местах хотя бы сделать вот такие очень жесткие грани. То есть вы можете внутри текстуры думать про границы, то есть не только общую, например, взять форму горы, да, а, например, там взять только вот этот объект, ну, не объект, а часть, да, текстуры. И вы можете сделать так, что решить, что вот эта вот граница, да, где у нас начинается там другая текстура где-то, вы можете здесь просто сделать больше контрастность. Или это просто какая-нибудь трещина, допустим, или там, вмятина, к примеру. Ну, в горе вмятина это странно, конечно, но в целом там углубление, да, опять же, вы можете его там максимально аккуратно сделать. Вот. Иногда кажется, что если мы больше контрастности делаем на каких-то незначительных объектах, которые вдали находятся, нам кажется, что оно потом будет выпирать вперед. На самом деле нет. Самое главное вот на дальних объектах это делать меньший разброс по тональности. То есть, если мы в ЧБ посмотрим, например, вот этот тон там от этого, он сильно не отличается. Да? Если мы добавим более темные какие-то цвета, то тогда вот это уже будет выбиваться, и это будет уже вперед выходить больше. Но в целом, даже вот сюда можно посмотреть, несмотря на то, что мы только в некоторых местах сделали уточнение по границам, оно в целом смотрится уже более контрастно, потому что вот у нас даже интересная текстура, да, появилась, потому что оно там где-то контрастное, где-то размытое, вот, есть за что зацепиться глазу. Вот. Если в таком ключе все нарисовать, то тогда там картинка не будет такой мыльной и такой как бы странный. Последние два пункта это слишком много времени уходит на поиск идеи, и не хватает идеи, не знаю, что нарисовать, и это проблема там чистого листа, да, когда вы открыли лист и думаете, что нарисовать. Здесь проблема в том, что точнее, я поделюсь своим опытом, как я избегаю этого. Да? Я не сажусь за рисование, когда у меня чистый лист. Я заранее продумываю, что нарисовать в течение там, недели, допустим, я хожу, делаю какие-то свои другие дела, я могу, например, искать какие-то референсы параллельно, то есть там нашел где-то картинку, здесь нашел небольшой скетч, зарисовку сделал, там, и в итоге у меня какая-то база появляется. То есть я уже, когда знаю, что я в какой-то момент сяду рисовать, я знаю, что у меня есть какой-то набор уже, там какая-то библиотека для того, чтобы уже начать рисовать, когда я уже сел рисовать. Если вы, например,
просто открываете документ и думаете в этот момент, что именно вы хотите нарисовать, тогда уже возникает ступор. Вы там можете час потратить на то, чтобы искать референсы, в итоге вы устанете, и в этот момент, там, самый продуктивное время так и ничего не нарисуете. Да? Поэтому это нужно искать в любое время, пока вы не рисуете. То есть думать там, что вы будете рисовать, и садиться и сразу делать. Вот. И последнее – это слишком сильно зацикливаться на одной работе. Это тоже большая проблема у многих начинающих, я там замечаю, когда… Особенно на этапе обучения, когда вы думаете, что нужно во что бы то ни стало там, закончить какую-то идею или закончить работу. В принципе, конечно, дорисовывать работу – это очень хорошо, но когда у вас мало опыта и вы отрабатываете какие-то техники, да, то это может вам в минус сыграть, потому что слишком много времени тратится, и обучаться довольно легко, когда вы, например, те же самые приемы, которые вы только что узнали, вы можете применить уже на новой работе. Если они на новой работе не получаются, вы ее сохраняете, при этом не удаляете, да, а делаете новую работу и пытаетесь там уже применить новые знания. Вот. Надеюсь, понятно более-менее, но, может быть, я эту тему еще как-то отдельно раскрою. Если вам понравился такой формат, где я рассказываю про типичные какие-то ошибки и там на примерах каких-то работ, то напишите об этом в комментарии, я буду больше делать каких-то других частей, больше буду примеров показывать. В принципе, у меня исходников довольно много для примеров, поэтому вот, самое главное, напишите об этом, чтобы я знал, и увидимся на других уроках.